Всем привет, с вами Шокгейм. Продолжаем играть в Хелион в системе Бетир. Так, ну что, мы выходим из криокамеры и хотели бы отправиться на Эверест. Там нам нужен ЦБМ. АЭС — это грузовой модуль. Так, ну что. Так, аккумуляторная батарея у нас разряжена, мы ее зарядим. Так, водород у нас есть. Ну все, выдвигаемся на корабль. Так, у нас тут под боком стоит стироп. Давайте быстро на нее. Быстро переместимся. Командный отсек и вперед. Так, по навигации, где мы находимся. Угу. Так, нам нужно рассчитать курс на Эверест. Так, давайте мы возьмем тут траекторию. Где-то вот такую. Нам нужно будет преодолеть астероидное поле. Ну, ничего страшного. Где-то так. Варп перемещения. Смотрим, давайте чуть изменим. Так, мы не пересекаемся? Нет. Вот видите, наша орбита находится чуть выше. Так, варп перемещения. Первый варп включаем. Просто это быстрее. Активировать. Так. Все, полетели. 3 минуты до Эвереста. Так, что у нас? Ну, у нас есть целая варп-ячейка. Так, потом что? Угу. И мы, знаете что? Мы еще поменяем аккумуляторную батарею. Давайте так. То есть можно вот так достаточно хитро поменять ее. Не приближаясь к выходу. Вот. Смотрите, какая красивая картинка. Вот тут у нас пролетает Бетир. Мимо него проходим. Прямо видно через люк. Так, через люк выходного отсека корабля. Так, ну что у нас? Ну, в принципе, как бы все достаточно неплохо складывается. То есть, ну, наша задача все-таки привести с собой это ЦБМ. Вот грузовой модуль. Ну, мы, надеюсь, его зацепим. Так, плюс 315 за счет катализатора. Вот он у нас увеличивает выходную мощность. И генератор поля активной зоны увеличивает максимальную емкость на 50%. Ну, говорю, одни плюсы. То есть долго разбираться не будем. Я думаю, что мы сразу целиком ЦБМ зацепим и привезем на орбиту. И там уже подключим непосредственно к нашему отпосту. То есть не будем усложнять ситуацию. Нам это не надо. Вот дальше какие планы? Ну, какие планы? Я думаю, что, может быть, посвятить вот этот стрим или видеозапись, так скажем, тому, что мы будем обследовать еще один, возможно, ЦБМ-модуль, соберем с него ресурсы и тоже таким же примерно образом перевезем на нашу станцию. Ну, посмотрим. В принципе, нам ничего не мешает это сделать. Сейчас по ходу дела определимся. Вот таким планом. Ну, продолжение квеста. То есть мы должны попасть на астероид 207, но пока такого желания нет, да и смысла нет. У нас еще пока в таком достаточно развивающемся состоянии находится все.
То есть у нас, во-первых, нет ни ресурсов, ничего. То есть мы пока в таком подвешенном состоянии. Нам это не нужно категорически. То есть если мы что-то будем проходить, то уже будем подходить более-менее подготовленные. Так, нанитное ядро. Так, осколки. Что у нас тут еще есть? Угу. Ну, в принципе, можно будет потом поставить военное ядро. Ну, посмотрим. Прилетим, посмотрим, определимся. Все. Так, давайте. Вот. Приблизимся. Угу. Вот у нас вокруг астероида, и вот нас интересует вот этот. Как раз он входит в осколки, насколько я понимаю. Тоже варп перемещения. Думаю, не рассыпемся мы тут на гражданском ядре. Надеюсь, нет. Конечно, было бы хорошо взять с собой военные, поставить. Ну, надеюсь, найдем там. Переставим. Заменим. Так. 15 секунд лета. Давайте. Сразу сядем в кресло. Сориентируемся. Подлетим поближе к ЦБМке. Затормозим ее. Ну, то есть вот такой достаточно стандартный алгоритм действий. Вот. Абандонен. Так, ее, как обычно, вращает тут со страшной силой. Так, сближаемся. Все, наша задача его затормозить. Ну и добыть нанитное ядро военное. Мы все их не взяли, забыли с собой. Ну, ничего страшного. То как тут коловорощает ее. Вот так. Вот. Все. Остановили вращение. То есть мы смотрим, есть уровень топлива в РСУ. Все хорошо. Давайте. Так, посмотрим, что у нас там внутри. Так, ну модули можно, конечно, будет отстегнуть потом. В принципе, по большому. Так, варп-ячейка. Разрушаемые модули. Так, что у нас там? Угу. Разрушенное покрытие. Канистра с ресурсами. Так, что еще? Ну, больше ничего, да? Не видно, по крайней мере. Все, давайте на сам. Так, что у нас тут? Еще канистра. Так, военная стоит. И дроид хорошо. Так, что у нас тут? Ничего такого нет. Так, сварочник. Ну, в принципе,
все хорошо. Давайте все-таки зацепим и отвезем к себе. Так. Угу. У нас тут есть Протеус, скафандр. Ну, просто сказка. Так. Еще одна канистра. Так, шлем. Ну, давайте. Все, в принципе. Так, проварим. Чтобы он не рассыпался у нас. Подготовим его к транспортировке на свою базу. Так, отлично. Так, перекачаем закись азота. Угу. Так, она нам пригодится для стыковки. Ну вот, отлично. Все, открываем. Так, еще у нас тут бур. Так, ставим сюда его. Так, и открываем еще один у нас. Так, давайте возьмем одно военное. Так, ну, в принципе, можно отстыковать его. Нам-то что? Сейчас посмотрим, только есть ли что-нибудь тут из ресурсов. Вот так, посмотрим. Так, вот волокно есть. Заберем. И отстыкуем. Нам пригодится для крафта, для изготовления вещей. Потому что в космосе тут, вот смотрите, обратите внимание, когда остановили, тут повисло на орбите. Так, еще. Ну, в принципе, все хорошо. Забрали. Отсоединяем ЦБМ-ку. То есть коридор нам не нужен. Так, а ну-ка, что тут не открылась дверь. Давайте еще раз. И застабилизируем его. Вот так, стойте. Стоять. Угу. Посмотрим, в каком состоянии у нас. Так, нормально еще. Так, проварим здесь. Так, восстановим. Ну, все, в принципе, сейчас отцепим. Стабилизируем его. Вот та остальная часть нам не нужна. Все, отсоединили. Сейчас мы застабилизируем. Так. Все. Все на корабль. Думаю, к этому моменту он там не разрушился под обломками. Корсар. Мы поставим ему военное ядро. Но он, видите, уже дымится весь.
Гражданская не держит, тут сразу скажу. В этих обломках. Надо ставить военные. Даже взрывоопасная ситуация. Так. Все, поставили военные. Все более-менее веселее будет. Разбито стекло у нас лобовое. Проварим его. Ну так, более-менее. Все, стыкуемся. Так. Угу, все, не болтает. Вот, сейчас нужно вылететь с этих обломков и на станцию свою. Привести этот ЦБМ. То есть задача достаточно ясная, понятная. Так. Угу. Так. Все. Ну, в осколках, да, надо не тянуть время. Иначе вы корабль потеряете. Такая стандартная схема раньше была. То есть народ терял корабли. Пока стыковались, пока третье, десятое. Но нам это не надо. Так, чуть. Все. Так, выходим из корабля. Так, пробоина. Ну, пробоина, возможно, у нас в корпусе. И, возможно, так, смотрим. Давайте отключим его. У нас он просяет по энергии. Так, ну все, в принципе, неплохо. Хотя нам тоже досталось. Все, давайте выдвигаемся к себе. Так. Вот. Так. Моя станция. Нет, так, моя станция. Вот она. Бар перемещения. Так, где там ничего не цепляем, все как бы хорошо. Все, полетели. Ну, 3 минуты лета. Ну что, я могу сказать, все отлично. Мы взяли с собой ЦБМ. Там надо выйти из этих осколков. Так, у нас ХП, ну, то есть повреждение корабля 66%, то есть почти 35% у нас повреждения. Ну, такая достаточно сложная
сложная была задача. Ну, как сложная? Относительно, конечно. Но более-менее мы с ней справились. Так, генератор поля активной зоны. Вот смотрите, мы сейчас... такая задача достаточно будет простая. Мы сейчас зацепим наш вот пост и CBM-ку и перенесем на него соответствующие ресурсы. Вот. Так, давайте закроем. Не будем открывать эти большие ящики, ибо в них ничего нет. Как там написано, не ищите, там ничего нет. Тут дымимся. Там, смотрите, внизу. Прямо из последних сил. Так, вот у нас, не забываем, у нас еще есть одна варп-ячейка. Практически новая. Ну что. Так, а с этой у нас ячейкой грустная история. Мы ее практически всю израсходовали, да? Ну да, она практически на нулях. Так, здесь у нас в каком состоянии? Военное ядро. Ну, все более-менее хорошо. Так, ну не забываем, сейчас надо будет поставить туда гражданские ядра. Нормальные. Сделать их. Ну, так, давайте мы сразу его поставим, чтобы не забыть. Так. На 4 дня. Его хватает. Думаю, это хорошо. Здесь мы положим парочку военных. Ну, задача, конечно, наша найти Аргус. Ну, я думаю, не знаю. Посмотрим, когда займемся этим делом. Вот, прикинем к носу, как это все будет выглядеть. Может быть, мы сейчас, ну, еще одну, может быть, вылазку сделаем в район Эвереста. Нам нужны будут скафандры Протеус. А эти мы скафандры будем распиливать МК-9. Они нам, в принципе, по большому счету не нужны. То есть реактивный ранец АС МК-9. Ну, такие начальные. У них запас, во-первых, кислорода очень небольшой. По прочности они, вот смотрите, уступают. У них прочность 2.0. А баллистическая броня 4. Ну, так, поскольку. То есть баллистическая броня у них, ну, как бы неплохая. А так, сами по себе они, ну, 2.0 защита. Очень слабая. Так. Ну, все, подлетели к своей станции. Давайте к своему посту. Как там? Home, Sweet Home. Было написано. Вот. У нас все тут разрушено. Ну, мы там проварим все. Проварим, соберем корабль. Вот. Вот при 2.0 можно уже стабилизировать. Так, давайте так. Чуть его развернем вниз. Вся эта кавалькада. И потом состыкуем. Прям там вспышки такие. 66% у нас поврежден корпус. Так, давайте с этой стороны. Это будет оптимально.
Так, вот так где-то, да? Выровняем. Ну, вот смотрите, я специально его докручиваю, чтобы можно было его спокойно состыковать. То есть я буду стыковаться вот таким методом, да? Ну, сейчас поближе еще можно подлететь. Проварить его. Восстановить его свойства. Вот примерно где-то так. Все. Так, сварочник у нас есть. Угу. Ну все, полетели. Проваривать его. Потом соединим вместе. Так, отцепим его. Да, досталось нашему кораблю тут, конечно. Ну, что делать? Издержки. Поврежден. Снизу корпус, но обычно еще солнечные батареи разрушаются. Вот при повреждении солнечной, конечно, надо в первую очередь ее восстанавливать, иначе все, вы останетесь без энергии. И это будет очень грустная история. То есть вам нужно будет зарядить емкостную батарею. Если вы не сможете сделать, вы просто не ворпанетесь никуда. Так. Ну вот, примерно где-то так. Угу. Так, теперь у нас сам корпус нужно восстановить. Ну, там снизу было повреждение, помню. Все искрило тут. Так. Ну, сейчас состыкуем его. Я думаю, что все будет хорошо. Так, и еще у нас модуль там есть. Мы сзади привезли с собой модуль расширения. Обычно тоже ему там достается основательно. В таком полуразрушенном должен быть состоянии. Смотрим. Этот модуль расширения на CBM-ку. Их 4 можно поставить. Очень удобная штука. Проварим его тоже. Восстановим его свойства. И вперед. И будем уже стыковать. Давайте, знаете, что сделаем? Так, ну, в принципе... Угу, кислорода не хватает. Это, говорю, издержки скафандра. Так, там еще наверху надо проварить. Так, здесь. Ну, по идее, как, наверное, задумано было, тут типа командный мостик. Не знаю, там чем-то управлять этим всем делом. Производством, наверное. Здесь. Так, ну все. Флаг корпорации. Так, что у нас тут? Так, у нас есть
2 скафандра, шлем. Что еще? Так, шлем есть, ранец, интересно, есть? Нет? Нет, ранца нет. Ну, грустно. Было бы неплохо, если был бы ранец. Ну вот, будем летать искать сегодня его. Вот такая как бы задача. Задача минимум. Ну все, давайте так. Присоединять его. Что у нас тут? Да. Ранец это неплохо. Так, смотрим. Ну, здесь, да, тоже у нас все в таком состоянии. Так, давайте поднимемся на корабль. Ну, вернее, можно к себе. Там как раз и будем. Возьмем инжектор. Или поменяем, просто зарядим его так, таким методом. Не будем бутылками тут страдать. Так, что у нас? Угу, заправка. 10 единиц, конечно, это мало. А 10. Это просто слезы. Так, ну все, отлично. Так, 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 давайте инжектор возьмем. Один. Так, посмотрим, что у нас тут. Угу, 50-50, закись азота, все хорошо. И пристыкуемся таким методом. Не будем пока корабль отцеплять. Так, стоять. Вот нас интересует вот этот. Так, сюда ставим. Инжектор. О, как его мотает. Угу. Вот, выбрали мы. Кнопкой R выбирается стыковочный порт. Ну, здесь стандартный док. Ну, вот таким планом. Все, сближаемся. То есть не будем отцеплять корабль. То есть как бы смысла нет. Вот такая методика. Я говорю, можно ЦБМ-ку было отцепить. Можно с корабля это все дело прицепить. Ну, говорю, кому как нравится. Дело такое житейское. Вот так, скорость сбросим. Так, 0,2, да, у нас? Оптимальный вариант. Ну все. Чем будем стыковать его? Все. Отлично. Закрываем. Инжектор забираем. Зачем я поставил инжектор? Ну, для того, чтобы сэкономить топливо.
Все, и теперь у нас, смотрите, какой интересный вход получается. То есть подпишем там его. Ух ты как, с размаху. Так. Угу. Нам нужно будет поставить сюда гражданское, да? Вот самое основное, гелий мы тут захватили. Так, кислород мы будем перекидывать. Так, азот сюда же. Ну, ладно. Потом мы разберемся тут. Сухой лед, нитраты, реголит. Вот. И нам нужно будет сделать... Так, сюда. Угу. Кидашка-то. Вещь такая. Вот, смотрите как. Вот это нам поменять надо однозначно. Иначе он просто через какое-то время разрушится. Давайте возьмем нанитное ядро. Так, давайте положим. Так, сколько оно у нас? Угу. Броня 2. Заменим военное. Так, тут тоже закроем все. В принципе, тут у нас ничего нет. Поставим гражданское. Ох ты, что такое? Не берет в руки. Так. Давайте выложим. Быстро поменяем. Вот. Так. Все. Эти автоматы. Так. Сервомоторы. Ладно, сейчас мы все поставим. Разместим, переработаем. Думаю, все будет хорошо. Так, нет, давайте лучше здесь вот посту поставим. Так, нам нужен здесь сервомотор. Потом здесь инжектор. Так, что у нас тут еще? Тут еще сервомотор стоит. Так, тут сервомотор стоит. Ну все, в принципе, этот отсек у нас полностью укомплектован, да? Вот, а эти нанитные ядра мы сейчас переработаем. Так, ну-ка посмотрим, что у нас там. Должен быть включен. Угу. Да, фабрикатен, Heaven и Корсар. Ну, все хорошо. Давайте перерабатывать все это дело. Это будет оптимальный вариант. Так. Так, посмотрим. Главное, не подзабить хранилище. Так, углеродное волокно. Ну вот. Давайте вот сюда будем забрасывать. Так, дальше. То есть удачно мы тут. Так, посмотрим, сколько у нас тут. Водород сгрузим. И его тоже на разборку. Так.
Так, сервомотор пока здесь положим. Ну, в принципе, все. Достаточно неплохо. Так, так, так. Поехали. Разгружаем ЦБМ-ку. Все будет достаточно оптимально. Вот, ну потом можно будет подсоединить командник, и я думаю, что будет все замечательно. Так, давайте сюда еще тушитель. Так, тут огнетушитель, потом сколько у нас там их? Еще в этом в центральном, по-моему. Ну, такая штука, как бы она осталась еще после старого доброго Филиона. Там все время что-то воспламенялось, горело. Ну так. Оставим. Для красоты. Вот таким планом. Так. Ну все, больше по большому счету нам ничего не нужно. Давайте все это перенесем. Так, вот канистры, кстати, ну смотрите, они нам пригодятся для переработки, ну для добычи. Выгрузить. Хранилище огромное. Вот. Угу. Так. Так, выгружаем. Это как раз канистры понадобится для добычи нам. Так, все, да? Давайте здесь их оставим. Так, сюда. Так, это у нас Протеус. Так, пригодится нам, да? Так, еще у нас еще один огнетушитель там повесим вот постом. Все, в принципе, мы укомплектованы. Так. Так. Ну, потом накачаем сюда. А нет, все, у нас все хорошо, да? Тогда загружаем азот и на разборку все это. Ну, больше нам ничего не нужно. Все у нас тут есть. Все, давайте быстро разбираем все это. И, может быть, еще один полет совершим. Так, варп-ячейка. Давайте туда же ее. В принципе, по большому счету. Так, изготовим. Так, одну варп-ячейку создадим. Так, сервомотор изучим на всякий пожарный. Пусть будет. Потом их будем разбирать, конечно. Вот, новая варп-ячейка. Это просто замечательно. Так, ну-ка посмотрим. У нас в изученных его, наверное, нет, да? Смотрим. Нет. Сервомоторов у нас нет. Только у нас генератор поля активной зоны. И давайте изучим его.
Все, и инжектор надо. Может быть, инжектор изучить. Так. Давайте инжектор изучим и парочку изготовим. Все, изучили. Так, производство выбираем предмет, инжектор. Ну, давайте парочку инжекторов создадим. Так, это на 8 дней у нас рассчитано. Один. И второй. И одно гражданское ядро. Так, оно пригодится, мы его поставим ЦБМ. Новый абсолютно. Пусть будет. Так, хотя, ну не знаю, по времени мы уложимся. Есть ли смысл? Ну, давайте, знаете, что у нас, в принципе, один бур есть. Давайте тогда мы потратим время на комплектацию. И потом уже, может быть, в следующий раз полетим. Давайте вот так поставим. Новый абсолютно. Нанитное ядро. Так, ну что у нас тут? Буры. С ресурсами, да? С батарейками. Это очень хорошо. Ну, будем разбирать это все. Так, батарейки. Так. Следующее. Нам количество такое, конечно, не нужно. Буров нам точно такое количество не нужно. Так, это мы все забираем, а сами буры мы переработаем, да? Так, а ну-ка, сейчас, секунду. Так, один сюда. Потом канистры мы скинем все лишнее. Вот одну ЦБМ-ку мы зацепили, и столько, в принципе, неплохо, да? По ресурсам. Так, давайте, что у нас тут? 17% у нас тут. Давайте вот эту поставим. Сейчас мы буры тоже распилим. Ну, то есть один у нас бур будет, и все, этого, в принципе, достаточно. С глаза за уши. Ну, видите, много времени уходит на на всю эту подготовку. Но без этого ну никак нельзя. Так, еще ставим. Так, давайте. И здесь у нас, да, будут стоять бутылки. Так, что у нас тут? Угу. Это у нас волокно, тушитель. Так, варп ячейки. В принципе. Угу. Так,
знаете что? Ну, давайте еще один заберем бур и на разборку это все. Помчались это все разбирать. Так, здесь поставим инжектор. Так, батарейки мы сюда. На зарядку. Потом их перенесем в корабль. Так, это все. Варп-ячейку главное тут не потерять. Угу. Абсолютно новая. Жалко ее будет, если я ее распилю. Это будет неправильно. Вот, кстати, вот тоже старая добрая тема. То есть можно так пилить. Можно закрыть это все и использовать вот такой режим. Вот. Так, сгрузим азот. Нам еще пригодится для того, чтобы мы могли изготавливать воздух. Так, и что вот сюда? Да, его. Все, ну, в принципе, все у нас как бы неплохо. Так, еще последний там штрих. Так, инжектор ставим. Так. Заправим. Так, водород. Угу. Заправка. Полностью под завязку у нас он заправлен. Давайте. Так, теперь дальше надо тоже будет доразбирать все это дело. Так, варп-ячейки. Тоже, в принципе, как бы в таком количестве они не нужны, однозначно. Буров нам столько тоже не надо. Достаточно одного бура. С глаза и за уши. Так, ну что. Все это разбираем. Угу. Так, смотрим. Да. Еще одну варп-ячейку делаем и вперед. Комплектуем корабль. Так, смотрим. Просто как бы хранить эти ресурсы, они как бы это неплохо. Так, а ну-ка. Положим. Посмотрим, не переполнилось у нас хранилище или нет. Так, да нет, все хорошо. Перебрасываем большой. Так, разбираем. Ну и военно-нанитное туда же. Так, никель, феррум. Ну, давайте так, еще сделаем, мы изготовим еще одну варп-ячейку, чтобы мы не были ничем ограничены. Вот таким планом. И на корабль. Так, комплектуем все. И потом, я вот надеюсь, ну, если все удачно сложится, можно будет полететь за джекпаком от Протеуса. То есть у нас есть скафандры, все как бы хорошо. Вот.
Пусть будет тут пока. А вот джекпака нет. Вот это грустная история. Ну, найдем, я думаю. Отыщем. Так. Так, вот эти тоже, в принципе, ремонтные аппараты, они там в таком количестве, ну, однозначно не нужны. Давайте вот здесь поставим его. Вот так. Чтобы он был виден. Так, посмотрим, там, ну, даже батарейка есть, представьте. Аккумуляторная батарея есть. Заряженная на 68%. Ну, это плюс. Так, что мы еще? Угу. Ну, давайте наверх тогда все переместим. Бутылки, вот эти склянки. Все, полетели. Ну и, наверное, следующий поход будет за комплектацией Протеуса. Очень больно хороший скафандр. Так, ну все, вот где-то здесь, да? Так, у нас полностью под завязку заряженный. Давайте не здесь, а вот здесь вот, да? Так, это у нас просто заберем его, переработаем. Угу. Так, что у нас тут? Так, с варп-ячейками хорошо. Посмотрим состояние. Так, это мы забираем. И ставим новую варп-ячейку. Это на переработку пойдет. Это тоже мы разрядим. Ну, вот примерно где-то так. Так, все здесь. А, здесь еще можно будет поставить было пару фильтров изучить, поставить. Но это уже... Ну, давайте. Комплектация, да? Полная комплектация. Так, кислород. Так, да что ж такое у нас? По-моему, закисью азота сплошная. Сплошная закись азота. Так, смотрим, что у нас. Закись азота, кислород. Вот. Вот так. Профилактика. Вот. Видите, сразу яркие краски какие. Поврежден слегка. Так, давайте. Так, что у нас? Ну, все, бутылки мы сюда разместили. Бутылки. Ну, такая долгая, говорю, подготовка. Тяжелая. Ну, что делать? Так. Так, ну что?
Давайте скинем это все. Тут у нас в основном закись азота. Выгрузить. Угу. Давайте заправим кислородом. Так. Еще одну канистру заправим. Угу. Ну и на корабль. Все, разместим это. Да что такое, не с той стороны. Выходим. Так. Так, сюда еще 2 канистры пустые. Так, потом надо будет сделать аптечек. Так, сделаем еще аптечек, и все пойдет своим чередом. Давайте мы ту сторону закроем, просто чтобы не путаться. Тут просто какой-то ужас. Все время приходится облетать это все дело. Так, это тоже эти сварочники. В таком количестве они не нужны. Вот так. То есть разгрузим их. Вот. Так, а ну-ка. Точка подключения. Ну, давайте выгрузить. Так, и аптечек, да, нам нужно будет сделать. Угу. Так, еще нужно будет изучить фильтр 1. И сделать 3 фильтра. Так, угольный фильтр. Готово. Так. Выгрузить. Так. Угольные фильтры.
Создать, ну, штучки 3. Не больше. Ну да, 30. Железо требует, да? Ну, сейчас еще один сделаем. Будет оптимально. Укомплектуем корабль угольными фильтрами. Вернее, поставим вначале на станции, а потом поставим на корабле. Так, ну что, в принципе, как бы у нас все готово. Вот, нам нужен будет скафандр. О, не скафандр, этот самый, как джекпак для Протеуса. Так, вот сюда поставим угольные фильтра. И потом сюда сервомотор. Ну, посмотрим по ходу дела, как это все будет выглядеть. Ну и генератор полиактивной зоны. Так, аптечки. Нам нужно будет еще сделать аптечки. Ну хорошо, сейчас сделаем аптечки и с этим багажом отправимся на поиски джекпака. Так, смотрим. Так. Ну, 4 аптечки можем сделать. 5-ю сюда забросить. Ну, они, аптечки, пригодятся тут, когда добываешь какие-нибудь ресурсы или что-нибудь. Ну, не знаю, просто можно погибнуть на этих гейзерах. Бывали такие случаи грустные. Вот, не хотелось бы. Так, сюда одну поставим. Вот, ну что я могу сказать? В принципе, все у нас хорошо. Мы подсоединили закись азота. Закись азота. Heaven тоже мы двигатели. Тоже комплектуем его закисью. Так, ну все у нас хорошо. Смотрим. Так, ЦБМ. Переработка у нас. Плюс хранилище. Heaven, фабрикатор. Вот. И Abandoned Storage Section. Это у нас как раз вот такой вот небольшая секция. Ну, потом еще можно будет сделать генератор полиактивной зоны. Ну, посмотрим. Так, ну, в принципе, мы достаточно неплохо укомплектованы. Так, ну что, можно, в принципе,
сделать, ну, небольшой перерыв. Вот, а потом продолжить. Нам нужно будет, конечно, укомплектоваться протеусом полностью. Это будет оптимальный вариант. Вот, и постараться все-таки найти там вооружение для того, чтобы начать продолжение прохождения миссии Хелион. А это обязательно нам нужно будет, это вооружение, винтовочка желательно, для того, чтобы мы смогли захватить командник. Ну все, всем пока-пока. Пишите, спрашивайте.